Почитала ваши комментарии и был просто в шоке. Спасибо за такую отдачу к прошлому видео. Обещаю не забывать пароль от своего канала и ходить в церковь. Ну, первую неделю, потом я опять забуду пароль. Если вы смотрели прошлый ролик по теориям, а вы его смотрели, то нетрудно догадаться, что там я брал за основу взгляд игрока, который только пришел в игру и внезапно встретил аномалию. В этом видео мы уже обсудим тему куда глубже и воздадим интересные и даже пугающие факты об этой игре, которые вы мне так усердно помогали находить у меня в телеграме. Спасибо всем, кто делился теориями, а особенно спасибо этому человеку. Он дал ряд интересных фактов об игре и сюжете, которые мы тоже обсудим в этом видео. Итак, мрачный цветокор, музыка и... Мы начинаем. Пустота. Здесь нет людей, нет жизни. Можно только создать что-то похожее, но это будет лишь кривой копией. С прошлого видео мы узнали о том, куда попадают предметы, когда мы их удаляем, и что будет, если игрок сам себя удалит. Поначалу я думал, что отмененный мир это отдельное измерение, пока не начал лучше присматриваться. Если посмотреть на карты, а также на различные измерения, мы найдем одну общую связь между ними, или полное несоответствие с реальностью. Для начала некоторые карты могут соединяться друг с другом. Это мы поняли еще за кулисье, и что на фоне некоторых локаций можно увидеть другие карты, например Legacy. Это говорит нам о том, что карты строятся по принципу открытого мира, которым пока Горбокс не является, и скорее всего никогда им и не станет. Но где тогда находится пустота и наше всеми любимое отмененное измерение? Если полетать за пределами карты или посетить более старые версии с теми же локациями, мы поймем, что внешний бэкграунд сильно похож на тот же Liminal House, пустоту и ряд других локаций, которые мы могли когда-то видеть. И мне на самом деле стало очень интересно, почему все карты сделаны так рвано, имеют странные барьеры, а некоторые биомные карты попросту не соответствуют остальным биомам, например пустыня, Полар или остров. Хотя в новогоднем обновлении Полар один раз даже растаял, что дало больше вопросов к самой карте. И если я, как и вы, думал, что это все отдельные локации по всей земле, где мы имеем возможность перемещаться, ведь мы как-никак являемся богом, то потом у меня появилось несколько вопросов. Зачем нам барьеры, почему мы не видим на фоне жилых или сторонних городов, а некоторые карты, как та же пустота или вот эта более старая карта, существуют в обычном мире? Ведь банальный вопрос, где она находится, может в облаках или в какой-то иной реальности или планете? Кто-то мне скажет, а как же Facility, Destructed Towers и Conspiracy с вертолетом? Ведь на Facility есть города на фоне. Но это обычные обломки, нежели сам город. Да, и их местонахождение слишком близко, отчего карта больше похожа на остров. На карте с двумя башнями больше ощущение, что кто-то скопировал саму карту и вставил ее чуть дальше, или сделал эффект как с двумя зеркалами, где объект отражается бесконечно, циклично повторяя свою копию. Навряд ли людям был смысл строить такие постройки, так еще и в таком количестве. Но в Conspiracy мы уже давно были в вертолете и видели отсутствие пилота, поэтому это лишь цикличное событие, которое повторяется бесконечно, как в Матрице. Вариантов может быть масса, вплоть что именно в этих местах стоит спавн филов или купол, где работают аномалии, или что это является особая тюрьма для фила. Но, смотря на это все, мне в голову приходит только одна мысль. Мы давно были удалены. Чего? Да, я знаю, что это звучит дико. Большая часть локаций может скорее всего находиться как в ближайших местах, так и очень удаленных. Например, Liminal House или платформа в воздухе. Мы не можем их увидеть, но можем в них попасть, если захотим. По сути, зная характер Фила и что делает с людьми власть, я понимаю, весь мир был уничтожен путем разрушителя реальности, а все имеющиеся карты это только то, что осталось от Земли. Хотя никто не отрицает факт, что мы давно были и сами удалены, и просто придумали себе особую реальность, где медленно, но постепенно сходим с ума. Вообще, всеми этими разговорами про то, что весь мир выглядит как эндер-измерение из Майнкрафта, я лишь пытался донести вам. Все, даже секретные карты, находятся непосредственно в одном мире с нами. А удаляя предмет, вы просто переносите его очень-очень далеко, за пределы нашего обзора, так как нет определенных предпосылок на то, что параллельная реальность, за исключением мира обсервера, темного мутанта или бэкрумса, существует. А когда игрок удаляет себя, мы ведь возвращаемся обратно, так как он может просто вернуться, и, скорее всего, удаление в отмененном мире нас всего лишь перебросит обратно на карту или в рандомную точку бескрайней пустоты, из которого состоит весь мир. Существовал Горбокс под названием Бог Пустоты. Эту теорию придумали игроки в своей группе еще в 2021 году. Это доказали тем, что когда они уходят за границу, тогда исчезает звук. Позже появилась сцена, где когда мы удаляем себя, мы появляемся в каком-то измерении, где все удаленные объекты, но позже мы появляемся.
Это может доказать, что кто-то не хочет скрывать, что там находится, и перерождает нас. В прохождении Фила Тимски были странные записки, упомянувшие этого бога пустоты. Информация не подтверждена. Разработчики не дают отсылок или ответов, что филов могут клонировать, как это утверждали многие. Хотя есть прямое доказательство во временных петлях, где мы, как выяснили из прошлого ролика, Observer это фил, но с другой реальности. Версикурс это тоже фил и тоже с другой реальности. А игроки это более-менее адекватные филы. Неспроста вы можете кастомизировать своего персонажа и не выглядеть как скопированные болванки. Сейчас я действительно уверен, что часть лора могла вдохновляться Риком и Морти, со всеми безумными вселенными, бескрайним числом главных героев и отдельным сюжетом и прочими мелочами. Я даже дам вам небольшую пищу для мозга, чтобы вы подумали над этим. Представьте, что в одной из временной петли на самом деле безумным ученым был не Фил, а Гарри Сота, и именно он предал Фила, заставив его окаменеть. Я долго копался в файлах игры и кроме тонны неиспользованных моделек и странных текстур нашел странные картинки и новости из мира Гурбокс. Да, с момента появления в игре телевизоров и компов мы имеем возможность просматривать рандомные видео вставки. Это скетчи непонятного происхождения, о чем я даже делал один из фактов видео по фактам в Гурбокс. И, конечно, новости. До последнего я думал, что это тоже своего рода мини-вставки с геймплеем или юмористические скетчи. Ведь никто не акцентировал на этом внимание, а на вики-сообществах все молчат. Даже Sigmaslav, что помог мне разобраться с некоторыми секретами в файлах, не дал толком ответа, что это может быть и связано ли это с сюжетом. В новостях часто показывают трупы горелов, катастрофы, смерти, и все это происходит по вине вируса Нкохи. Отчего следует сделать вывод, что записи сделаны на рассвете появления болезней, и скорее всего их так и крутят 24/7, без каких-либо изменений, поскольку мир цикличен и пребывает в пустоте. Но это если отклоняться от наших шизотеорий, которые никак не подтвердились. Интересно, что в новостях нет даже малейшего упоминания о Филе Тимски и Гарри Сота, что либо опровергает теорию об уничтоженном мире, либо подкрепляет ее зачисткой информации или мгновенным хаосом, в котором люди даже не смогли опомниться. И мы все знаем из новостей, что вирус унес горы людей, возможно поразил мутантов, и ноль информации, кто мог это сделать. Пускай мы и так знаем, что это был Фил. И конечно, полное отсутствие о том, остались ли выжившие. По картам мы лишь находим зацикленные записи по радио, следы чьей-то жизни и полное одиночество. Вы знаете, что Polar является самой безопасной точкой в Гурбокс, куда отправляли выживших, а позже по документам там нашли темного мутанта, что прервал судьбу Гаредала внутри снежной базы. Интересно было бы интерпретировать сюжет одной из локаций, как могло это выглядеть. Не каждая карта может сейчас показать, что на ней происходило. Благо, сопля Шрека знает, что такое блендер, и сейчас я готовлю короткую фан-анимацию по Polar 6. Сюжет, который нам подогнал вот этот мужчина. Все, что я хочу сейчас сказать, это что Polar находится на севере, и скорее всего потому, как снег здесь умеет таять, это еще и в России. Информации из новостей по этой локации нет, что делает эту точку наиболее секретной. И скорее всего людей туда либо отбирали чисто случайно, либо это место сбора элиты, что смогли позволить себе жизнь внутри своего рода ковчега, а как итог, безопасное место оказалось небезопасным. Вернемся к новостям. Смертность выросла в 50 раз, в водоемах плавают трупы, вырос уровень терроризма, и все это за 1 год. Вещание в новостях прямой признак тому, куда делось население, однако в ящике не указывается восстание мутантов или темного мутанта, только смерти. Но из интересного, в одной из новостной вставки появляется новость. Павший солдат в современном снаряжении слабее. А значит, что уже тогда павший солдат был и его пытались победить. Также меня смущает наличие интервью с игроками, отчего есть ощущение, что хаос с гибелью людей был также по вине рандомных игроков, что заходили в игру ради веселья, но при этом рушили жизни обычных жителей. Ну и конечно основные новости, что передавали по ящику. Восходящая смерть, прогноз погоды, закрытие закусочной, кризис загрязнения моря, Гаредал в беде и павший солдат слабеет. А также странное искажение ведущего, которое на мгновение меняется у текстуры на старую версию Observer, причем именно после новости о павшем солдате. Может ли это быть как-то связано, или это всего лишь очередной вброс от разработчиков, я так и не понял. Ну а для чего вообще я сейчас рассказывал это все? Конечно, чтобы выстроить небольшой вывод. Во-первых,
Игроки существуют в мире Gearbox, и скорее всего Гаредалы даже осознают, что сами по себе являются частью игры или внутреннего мира, где происходят необъяснимые вещи. Во-вторых, если новости как-то связаны с лором, то явно не с основным сюжетом, ведь упоминания о Филе Тимске попросту нет, и во всей этой вселенной его либо не заметили, либо Фила не существует. В-третьих, почему в Gearbox нет людей, почему ведущий новостей становится обсервером и как связан со всем этим павший солдат, я не знаю. Оставлю это на подумать вам и буду ждать, когда разработчики раскроют хоть крупицу новой информации. Мир нереален. Знаете, все это очень сильно натянуто, мне и самому приходится собирать и пытаться доказывать каждый момент в этом видео. И сейчас я добавлю немного теорий, чтобы понять, о чем пойдет речь. В игровой вселенной есть такие жанры, как It Was All Dream, что дословно переводится как «это был сон», и метапроза, когда игроки, персонажи и сама игра осознают, что это находится в игре. К чему я это? Так вот. Обычно такие игровые жанры не подлежат особому объяснению, ведь, например, магия в мире легко объясняется обычным сном, нежели сжатием молекул кислорода, на основе которого маг может выпустить огонь или кастовать заклинания. Это самый ленивый способ объяснить игроку, почему ты можешь летать. И второй схожий жанр, как метапроза. Делает почти ровно то же самое, но объясняет это тем, что выдумка уже находится не в голове больного старика при смерти, а на экране или в коде. И сам Gearbox по своей логике и всего, что я сказал в видео, является непосредственно именно метапрозой. Мы выяснили, что игроки живут в мире, мы знаем о ломании кода, которые происходили на старых версиях, также мы знаем, что у нас есть консоль, секретное оружие и баги, которые уже стали частью игры. Один из подписчиков также поделился со мной информацией, по которой ну прям уже очевидно, но пока еще не подтвержденно, можно считать, что весь мир это лишь игра. Если при новом заходе в игру написать в имени персонажа Гарри Сота, то тебе ответят «Итсато». И если повторно написать Гарри Сота, то ответ изменится и будет уже написано как Гарри Сота может находиться в главном загрузочном экране, как он перемещается по картам и вообще почему мы ищем и не можем найти его. Да, потому что он и есть сама игра. Его маска, его тело, раскиданные тулганы, только у него есть возможность быть третьим лицом и ломать четвертую стену. Может ли он быть вирусом или самим игроком? Явно нет. Но то, что он есть и где-то запечатан в игре, это точно. Подливает масло в огонь, если написать Фил Тимски, на что последует ответ. Каждый. На просто Фил в ответе перед «это я» ставится вопросительный знак, а на слово «kill» нас ждет фраза «я враждебность». Ты нашел это. В Gearbox также есть ряд посланий, которые игроки иногда понимают правильно, а иногда неправильно. Одна из таких это надпись Coming Soon на карте бассейн в базе. Кто-то слепо утверждает, что это супер-мега послание, но на самом деле база недостроена, и это всего лишь мини-сообщение от разработчиков, что скоро выйдет обновление, где они достроят эту локацию. Граффити Rinse and Gift We're Here. Отсылка на двух разработчиков. Don't touch the peeps. Относится к темному мутанту и является достижением, если дотронуться до трубы. Where are you? Относится к обсерверу, ну или к Филу, потому что данная фраза еще работает в виде команды на Pillars. 2387. Никто до сих пор не знает, от чего этот код и код ли это, но настоящие алды помнят, что на старой карте с бассейном можно было впервые найти эти цифры в секретной комнате. Ну и теперь более обсуждаемый текст в игре. Разбитый монитор, который можно найти в локации Liminal House, уже более обновленный. И сейчас я зачитаю вам, что на нем написано. Спасибо ряду людей за информацию и за предоставление full изображения Sigma Славу, а также Нот Рептилоиду, что озвучил его. Дорогой Гэри, надеюсь, это сообщение дойдет до тебя, хотя ты сейчас и находишься в коме. Прошли годы с того ужасного инцидента, и я чувствую необходимость обратиться к прошлому. Я хочу извиниться за все свои действия, которые причинили тебе огромный вред. Я глубоко сожалею о том, что сделал, и о той боли, которую тебе это принесло. Я понимаю, что ты можешь никогда не выйти из комы,
но я счел важным выразить свое раскаяние и взять на себя ответственность за содеянное. Вина тяжким грузом лежит на мне, и я провел много времени, размышляя о своих прошлых поступках. Если каким-то чудом ты очнешься и получишь это сообщение, я надеюсь, что ты найдешь в своем сердце силы простить меня. Мне искренне жаль за те страдания, которые я причинил тебе, и за то, как это повлияло на твою жизнь. Я также хочу предложить свою поддержку тебе и твоей семье в это непростое время. Если я могу чем-то помочь или оказать содействие, пожалуйста, дай мне знать. Гэри, я признаю причиненный мной вред и несу на себе бремя своих поступков. Я желаю тебе мира и исцеления, куда бы ни привела тебя жизнь. Искренне ваш, Фил. Знаете, все это очень сильно натянуто. Мне и самому Такого не условно может переводится, быть. Как это был вообще сон. реально? Это всего лишь сон. Ничего здесь Вообще, нереально. почему Знаешь, мы копаться в том, что даже приводит тебя можем бесконечно в тупик, выглядит как личный ад, что ты Да, выстроил. потому что он и есть сама игра. Так это всего лишь сон. Да, вот так вот все оказалось обычной выдумкой. Ничего нет, нет мутантов, вируса, реалити-краша. И Фил даже может и не быть тем злым ученым-психопатом, которым мы его знаем. Почему так? Да, банально, что Гарри Сото совершенно спокойно мог исказить все, что было и все, что есть. Инцидент, о котором говорит Фил, не раскрывает, а что конкретно произошло, и вполне мог быть обычной автокатастрофой, в которой Гарри Сото осознал, чья это вина, но из-за травмы головы придумал себе несуществующий мир и живет в нем, где бесконечно винит Фила, пока сам Фил скорбит о содеянном и надеется, что его друг когда-нибудь очнется. Нет никаких игроков, временных веток, пустота это может быть лишь его бескрайним сознанием, а та погоня за Гарри Сото лишь желание самого Гарри, чтобы это было правда. Письмо от Фила Гарри – это единственная деталь, которая соединяет его с реальностью и больше ничего. И данная теория сразу перечеркивает, что я говорил до этого, и объясняет абсолютно все, что происходит. Или нет? Пока я делал этот видос, что-то немного приуныл. Типа, во-первых, что обещал ролик на 30 минут, а дропнуло 20. Хотя этому есть объяснение, ведь и всасывать из пальца годные теории и няшиться в фандоме вообще ну прям овер сложно. Да и сама игра как-то в последнее время ну не работает на создание контента для мужиков. Плюс я на монтаже только понял, что меня начал бесить мой дефолтный голос. Надеюсь, вас тоже. Как я, блять, умудряюсь вдавливать этот писклявый бабский крик, я сам еще не разобрался. Оно все на автомате. А что я могу вам еще сказать? Вот пару кадров с будущей анимации. Вот моя кошка. Вот я. Конечно уже. Подписывайтесь на мой ТГ, где я что-то иногда пощу и люблю людей. И если разработчики Горбокса не вкинут больше секретов и лора, придется, ну, начать с новых устройств Soul Knight. Или снимать террарию, вроде как это даже получается у меня. Или жуткие пасхалки в играх. Пока. Ой, да, кстати, чуть не забыл. Вот, короче, дисклеймер. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. И арты фанатов игры и подписчиков моего телеграма. Прошу оценить это творение от 10 до 100, но, как по мне, это очень глубоко. Ставлю всем серию серьезных ударов. А вот теперь пока.